Добрый день, дорогие друзья, с вами компания Крохмонтаж и меня зовут Мороз Алексей. Речь пойдет в сегодняшнем репортаже о отоплении загородного дома. Да, у меня тоже есть загородный дом, он находится позади меня. И, так сказать, стала актуальная тема, то есть чем отапливать мой загородный дом. Вот. Ну, как рассчитать необходимое количество мощности, так сказать, энергии в киловаттах на отопить мой дом и так далее. И речь будет идти о кладке печи из кирпича. И почему пришел я именно к этому выводу? Я проводил мониторинг, значит, чем мне отапливать более, так сказать, экономичные, энергоемким способом. И пришел к выводу, что для меня самым правильным будет монтаж печи, то есть традиционной русской печи. Значит, ну, разберемся. У меня по фундаменту дом 7 на 9. Значит, первый этаж 60 квадратов, второй тоже 60. Общая площадь 120 квадратных метров. Давайте разберемся, какой же мощности мне нужен котел или печь, так сказать, для моего дома. Ну, в среднем мощность рассчитывается из 1 киловатта на 10 квадратных метров. Это приблизительно. То есть зависит еще много факторов от качества, так сказать, утепления дома, из какого материала он сделан. А дом у меня утеплен очень хорошо, я этому посвятил, так сказать, много внимания. Плюс также влияет наличие окон, дверей там, и так далее. Значит, ну, отсюда вывод. Если 120 квадратных метров, жилая площадь, то есть надо приблизительно 12 киловатт. Где их взять? Значит, ну, сразу скажу, что магистрального газа здесь нет в садовом товариществе. Второе, электричество выделено тоже мало. Отапливать электричество — это не вариант. Даже если бы оно и было, по моим подсчетам и выкладкам, электричество самый последний бы способ отопления, к которому бы я обратился, потому что он самый дорогой. Хотя я встречал в интернете, значит, широко рекламировались какие-то супер модные котлы, там 3-киловаттные, которые могут отопить дом около 100 квадратных метров. Какая-то там электродный способ, то есть там надо в систему заливать щелочную жидкость и методом там короткого замыкания, то есть в самом котле, и отапливается. Но пообщавшись со специалистами, я понял, что это полная чушь. Если дому необходимо 12 киловатт энергии, значит, это должно быть 12 киловатт, а никак не 3. Значит, ну и тоже в интернете, в YouTube полно посвящено видео, значит, более экономичным способом, которым является, так сказать, на первом месте являются обычные дрова, на втором палеты, европалеты, дальше идут уголь, солярка и на последнем месте электричество. Ну, так я, так сказать, решил построить, сложить, так сказать, в своем доме печь. И сразу скажу, ошибками, с которыми я столкнулся. Первая ошибка. Проектируя и строя дом, изначально я не задумывался, что у меня будет в конечном итоге, я соберусь, так сказать, класть печь. Значит, очень появилось много ошибок. То есть я не предусмотрел фундамент. То есть первый совет, друзья, если вы планируете дровяное отопление, печь, планируйте изначально, предусматривайте фундамент сразу же. Значит, потом, сейчас у меня вскрывают повторно полы, значит, заливают фундамент, есть определенные трудности. То есть потом, так как у меня уже тоже в доме имеются перегородки, печь тоже надо учитывать, лестница на 2-й этаж.
и много трудностей. То есть уже у печников меньше маневров, так сказать, учитывая все мои пожелания, требования и так далее. Дымоход уже может выйти в крышу на яндовую и так далее. Приходится его смещать. Это первые трудности. То есть желательно планировать это заблаговременно. И еще одна трудность, немаловажная. При, так сказать, всей информации, что я владею, так сказать, что можно узнать сейчас в интернете и в других источниках, это люди, мастера, кто будет делать. Сразу скажу, открою секрет, до того момента, когда я определился с исполнителями, с печниками, кто будет мне устанавливать печь, здесь побывало около 4 печников. То есть сразу скажу, что и поэтому я решил снять это, в принципе, видео для вас. Может, это вам поможет, что, значит, проходимцев очень много. И общаясь с людьми, то некоторым надо заплатить за приезд, некоторых привезти и так далее. Значит, некоторые печники, сделал я вывод, не могут, так сказать, сделать печь, отвечающую вашим пожеланиям. И они лукавят, допустим, они знают 1-2 проекта печи, которые могут сложить. Естественно, вас подталкивают к этому варианту, не предлагая там еще какие-нибудь варианты. И вот они знают одну печь, которой пользуются, то есть налажена их, так сказать, работы, и вам предлагают. Значит, с одним пришлось, так сказать, расстаться на старте. Второй печник, пожилой, там ему 76 лет, дедушка, говорит, столько печей положил и так далее. Тоже начал говорить, печь у меня получается в районе перегородки фундамента. И когда он мне сказал, что часть печи он облокотит на фундамент мой, а часть надо доливать, я тоже насторожился, потому что информацию читал в YouTube, что фундамент для печи должен быть отдельно, никак не соприкасаясь с основным фундаментом дома. Но когда человек говорит, что это будет нормально, тоже пришлось с ним распрощаться и так далее. И, наконец, я нашел людей, которые будут мне делать, более адекватные люди, которые предложили мне приемлемые варианты для отопления моего дома, печи. Значит, и рассказали полностью, то есть как это будет делаться, и предоставили гарантию и так далее. Я вас обязательно с ними познакомлю, вот, дабы, может, кому-то облегчить свои, так сказать, поиски в исполнении, то есть поиски мастеров. Первая часть — это вводная. Я вам рассказал, о каких проблемах я столкнулся, значит, и так далее. В следующей части я вас познакомлю с мастерами, которые являются потомственными печниками в 3-м колене, как они говорят. Вот. И будем непосредственно пошагово, я вам буду показывать от фундамента, как печники делают. Расскажем о проекте печи, который будут делать. Может быть, кому-то это пригодится. Кто-то захочет именно сделать такую печь. Ну, на этом я хочу закончить наш репортаж. В следующей встрече ждите, я вас познакомлю с печниками. До новых встреч. Меня зовут Мороз Алексей. Оператор Василий. Оператор Василий. С вами был Крофмонтаж. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дорогие друзья, приветствует вас компания Крофмонтаж, и меня зовут Мороз Алексей. На нашем проекте кладка печи в загородном доме. Как обещал, в этой серии я вас познакомлю с печником, который будет производить кладку печи в моем доме. Его зовут Иванов Сергей Иванович, самая русская фамилия. Вот. Он печник в 3-м поколении, да? У вас дедушка был, по-моему, прадедушка. Прадедушка, да. Ну, Вот, деды всегда у нас печники. Возьми крупным планом. Да. Вот прадедушка собственной персоны. Значит, ну и Сергей Иванович, вкратце расскажите, какие вы будете работы, какую печку ложить и так далее. Что нам предстоит? Значит, да, обратился заказчик, которому надо выложить печь отопительную, варочную,
Ну и на 120 квадратных метров надо отопить полностью это помещение. Для этого есть там много сложностей. Нету фундамента. Вот, мы сейчас делаем фундамент. А потом у нас... Перегородку да, пропилили. перегородку, да, пропилили, усилили там все полностью с скользящими брусочками. Вот, значит, печь будет выкладываться отопительно-варочная со стороны кухни с плитой на одну конфорку. И с обратной стороны комнаты отдыха там уже будет щиток. И с выходом трубы, основание трубы, которая будет выходить на второй этаж, будет стоять щиток на 3 канала. Ну и дальше уже на крыше будет выходить труба сэндвич, диаметр внутренний 180, утепленная. На крыше будет закрываться изоляционным материалом. То бишь, второй этаж вы тоже продлите печь, чтобы отапливался и второй этаж. Да, второй этаж будет отапливаться. Сам топливник будет находиться на первом этаже, но за счет задвижек, который будет перекрываться, можно нагревать и второй этаж без нагрева первого этажа щитка с комнаты. Вот. Или можно обогревать всю полностью печь. Да, хочу обратить внимание, то, что изначально мы, когда договаривались, планировалось просто дымоход через второй этаж провести на крышу. Но я когда еще раз переспросил, можно ли добавить мощности на второй этаж, то есть мне человек сказал, да, надо усилить дополнительно фундамент и щиток вывести на второй этаж, то есть там тоже требует канала и дополнительно будет отапливаться второй этаж. Ну что, пройдемте для полного знакомства в сам дом. Мы им покажем сейчас на стадии, как заливается фундамент под печь, само устройство печи схематично обсудим, ну и так далее. Пойдемте, пройдемте. Итак, дорогие друзья, мы оказались на кухне, где будет устанавливаться печь, самоварочная панель, и отапливаться печь будет с этой стороны, с кухни. Так как я считаю, что носить дрова в зал, где будем отдыхать, и вот ошметки, мусора, щепки от дров я считаю излишним. Лучше заносить с кухни. И будет дверца стеклянная, да, как камин выглядит, да, Сергей Иванович? Да. Здесь, значит, будет, с этой стороны будет топка, вот, также подувальная дверца, с этой же стороны также будет плита на одну конфорку. Что мы сделали? Здесь большая сложность была, лестничный марш проходит на второй этаж. Вот, мы сделали пропил, также сделали пропил в бревне для того, чтобы бревна не сыграли в дальнейшем. И скользящий брусочек 40 на 40 вот, на доску будет здесь стоять. Также пойдет здесь изоляционный материал противопожарный. Вот. И также пойдет пол кирпича, изоляция самого кирпича уже от печи. Что у нас тут по схеме? Сергей Иванович, извините, перебил. Я о сложности скажу, то, что, друзья мои, ошибки, которые я не рассчитал, то есть проектируйте всегда дом, если вы хотите ложить печь изначально, то есть если вы спланировали печь, как у меня, я решил уже в процессе спонтанно, видите, пришлось вскрывать полы, у меня лестница здесь над печкой, то есть это сложности, и пропиливать капитальную стену. Задняя часть печки будет входить у меня в большую комнату. Вот. И абракадабра получилось вот с фундаментом. Прошу оператора снять. Вот капитальная перегородка. Сергей Иванович, подхватывайте мою мысль. Да, здесь какая проблема была с фундаментом? Так как заранее не было предусмотрен фундамент, и сам центр тяжести у нас находится, дымоход будет у нас с правой стороны по щитку, здесь у нас будет топливник. Но у нас идет фундамент, который залитый 40 на 50, и как многие печеньки вот приходили до меня, говорили, что можно на пол поставить досками, раскинуть и выстроить эту печь. На самом деле, через какое-то время бы дом бы накосился, и сама бы печь бы сыграла бы, отходила бы от стены, не было бы ровно, не стояла бы. Вот, для этого, значит, мы сделали фундамент в глубину, заливку 30 сантиметров. Подождите, вы песком еще засыпали. Да, там выкопали, засыпали песком 20 сантиметров, сделали утрамбовку,
пролили водой, после этого, значит, армировали. Вот, на 30 сантиметров залили уже щебень, бетонную стяжку на 30 сантиметров. Масса 22,5. Расскажите нашим зрителям, что вот я вижу у вас шруфты, а вы отверстие буром Да, бур, здесь мы сделали как? Для того, чтобы вот этот фундамент не был независимо от этого фундамента, мы сделали диаметр на 200, забурились на метр, тоже также просыпкой песком, поставим сюда асбестоцементная труба на 200, вовнутрь запустим арматуру, и у нас будет эта часть стоять, объединяться будет с этим фундаментом, с общим, но не касаясь фундамента, который идет по дому. С изоляцией от этого фундамента будет 8 сантиметров для того, чтобы, если фундамент этот будет садиться, чтобы он не касался, ну и не нарушал конструкцию фундамента. Так, Сергей Иванович, и нашим телезрителям расскажите, пожалуйста, о проекте печи. Вот я смотрю, вы выложили схематично, да, на полу, как будет выглядеть печь, так сказать, в разрезе, да? Да, здесь, значит, что? Здесь у нас топочная, значит, печь сама 4 и щиток на 8 кирпичей с каналами. Значит, первый, значит, канал через перевал будет уходить понизу, подниматься уже, здесь будет стоять прочистная дверца, будет подниматься исходящий, восходящий, и с каналами доходить до последнего канала, дальше идет на лежачий. Здесь, значит, пойдет на лежачий канал буров и выход уже в трубу на второй этаж. Также будут стоять задвижки, летний ход будет в этой части. Мы потом в дальнейшем покажем, как это все выглядит. То есть, если я правильно понял, здесь будет с кухни забрасывать, значит, дрова. А вот этот щиток, часть стены кладки, вы еще мне узорами, да, как-то облагородите. То есть в комнате это будет являться, так, как вы называете, щиток. Да, да? щиток, и будет мне греть помещение. И теплый воздух горячий будет ходить в этом щитке. И под самый потолок, правильно? Да, все правильно, да. И где-то половина этого щитка у нас пойдет на второй этаж. Да, значит, 3,5 кирпича на 1,5 уже будет выходить на втором этаже. Это будет считаться щиток уже дымоход на втором этаже с 3 каналами. И дальше уже переход на трубу сэндвич, металлическую трубу. Так, ну, значит, сейчас мы покажем, а эту часть мы еще будем заливать, я так понимаю, это облегченный у вас вариант фундамента? Да, здесь мы как ложим ацеид, значит, плоский шифер используется для того, чтобы основа не деревянная, а чтобы в дальнейшем это не гнило. Вот мы используем плоский шифер, десятка, укладываем, делаем. Да, здесь мы вот выложили опалубку из ацеида, плоский шифер. Значит, также будет укладываться здесь арматура. И с перевязкой полностью с этими столбами, которые у нас в дальнейшем здесь пойдут сваи. Будет обвязываться арматура с прослойкой от фундамента 8 сантиметров. Вот, и общая стяжка бетонная. То есть это будет вот, вы рассказали вот в разрезе фундамент, как он сейчас есть, как будет, так сказать, фундамент под эту печь, правильно? Да, для того, чтобы использовать, и также фундамент был независимый от пола, и также от фундамента, который здесь, мы вот используем ацеид. Вот, и в дальнейшем он может также здесь и остаться. И не дает он бетону проваливаться. Да, правильно? бетону не дает. Он является сама основа стоит уже на столбах. Так, ну понятно. Задача нашего сюжета сегодня была знакомство с печником. А сейчас такой момент, мы показали вам установку фундамента, рассказали о проекте, который в разрезе планируется печь установить. Вот. В принципе, в следующих сериях, я думаю, мы встретимся уже на самой кладке. И я надеюсь, посвятим серию подробно, вот топка меня интересует. С кирпича, как он называется? Кирпич используем витебский, первый цех.
Вот, и шамутный кирпич ША-8 для футировки. И также шестой ША-6 используем для футировки, для перевала, ну и для всех видов, чтобы ни касания, не было огня кирпича печного. Ну, Сергей Иванович, дом будет у меня теплый. Да, Хорошо. рассчитан, Я на это надеюсь. сама печь рассчитана где-то на 12-10-12 киловатт будут давать вот по этому дому. Ну, На площадь деревянный дом, 120 квадратов. теплоотдача у него же хорошая, правильно? Ну да, из расчета то, что есть, ну, у вас дом добротно сделанный, поэтому здесь тепло не будет уходить. Хорошо, я надеюсь. Ну, что, дорогие телезрители, надеюсь с вами встретиться в следующей серии «Кладка печи в московском регионе». Если у вас есть вопросы, обращайтесь, то есть именно по кладке, пока мы ведем этот цикл репортажа, в моем собственном доме кладут печь, и я вам могу, так сказать, ответить и Сергей Иванович на вопросы, которые вас интересуют. Поверьте мне, кладка печи – это очень серьезный вопрос и очень актуальный, с которым я столкнулся, поэтому я делаю этот репортаж. Это самое главное, я перебил, это самое главное сердце в доме, потому что нету печки, дом не используется. Только летом. Да, только летом. Да. Ну, здесь, увы, электричества мало, к сожалению, поэтому печь только печь. И тепло от нее очень комфортное, правильно? То есть, вот, допустим, используя бойлерам, там пережигается воздух. То есть, Конечно. чугунные всякие печки, то есть, ну, дышать, да, быстро КПД большое, но надо постоянно подбрасывать дрова и сжигается воздух, некомфортно дышать. Вот можно еще показать, я вот нарисовал сам фундамент, если понятно. Значит, вот эта плита, это нижняя плита. То есть нет, вот это нижняя плита. Сваи в земле забурены на метр. Еще плюс плита залита 30 сантиметров. После идут, значит, блоки 40-ка 40-20 на 20. Потом заливается, значит, плита, то, что вот сейчас мы показали, опалубки изоциида. Здесь также идут сваи. Вот, и уровень пола, да. Так что вот так. Да, все понятно. Спасибо, Сергей Иванович. Ну, все, дорогие друзья, мы прощаемся до следующей серии. С вами был Мороз Алексей и Оператор Василий. компания «Кругмонтаж». До следующих встреч. Снова компания «Кругмонтаж». Меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной серии «Кладка печи» в моем загородном доме. И Сергей Иванович Иванов, печник, который я уже представлял в предыдущей серии. Вот хочу спросить, стоим мы возле бочки, вижу материал. Расскажите, что это такое? Я так понимаю, это глина, да? Да, это глина, приготовлена для кладки для печи. Вот, она у нас готовая смесь печная. Вот, печная смесь. Как бы очень хорошая, я уже не первый раз ложу уже этой смесью. Вот. Конечно, к ней добавляю еще дополнительно глину красную, печную, тоже в мешке. Делаем, значит, замешиваем и оставляем на пару дней. И также ее промешиваем там постоянно, для того, чтобы она отстоялась, набухла. И чтобы она в дальнейшем уже была как бы готовая. Ну, какая-то определенная плотность, да, нужна? Да. То есть, чтобы ложить не жидкая, и не твердая, а... Да, она не должна быть толще, не должна быть жирная. Это вы мастер на глаз определяете? Да, здесь уже как бы я уже с опытом уже замешиваю, уже знаю как и что. Можно природную глину взять, но там есть нюансы. Попадаются всякие веточки, корешки. Надо промывать, тем более все равно что-то получается и остается. И потом при обжиге остаются раковины. И как бы вот эти раковины, они уже вредны. А здесь сама уже глина готовая. Как бы чем она хороша, она уже готова, там нет никаких примесей, которые в дальнейшем они могут сгореть. И оставить какие-то раковины. Вот в этом она, конечно, хороша. То есть, друзья, самое главное, значит, говорю для, так сказать, дилетантов, которые могут не знать, кладка печи производится именно на раствор из глины.
вот за счет этого, так сказать, не трескается, да, вот этот раствор, он не лопается Да, при температуре. Да. Глина этого не дает сделать, правильно? Да, кирпич сам уже ходит, двигается. Вот, при нагревании он расширяется, потом печка остывает, он опять садится. Конечно, если посмотреть под микроскопом, то мы увидим микротрещины, но эти микротрещины, они опять становятся, когда печка холодная. Еще такой момент, вы мне вот рассказывали, мне очень понравилось, что современные, так сказать, городские жители, к которым отношусь и я, мы, значит, зимой, например, мы приехали на выходной уикенд, протопили печь жарко, да, допустим, топим дня 3-4, потом уехали, она остывает. Допустим, раньше в деревнях как делали? Осенью печь затопили и топят ее целую зиму до весны. А у нас, получается, зимой мы ее даем температуру большую, значит, а потом она остывает и на протяжении зимы там несколько раз. Появляются, вы говорили, там какие-то трещины. Это неопытные печники, допустим. Нет, бывает на самом деле и ошибка, кто пользуется печкой. Когда печка холодная, вы приезжаете в дом, и вы начинаете сразу кочегарить, создавать себе тепло, для того, чтобы почувствовать себя уютно уже в этом помещении. И с этим, конечно, проблема возникает, печка расширяется. Для начала нужно помаленьку потопить, где-нибудь полчасика, может быть час, а потом уже уже растапливать, побольше уже дров давать, больше подувальную дверцу, воздух, для того, чтобы лучше горение было. Так что есть даже некоторые нюансы проблемные. Конечно, бывает и ошибки у печника, когда он неправильно это все положил, сделал. Вот, это да, тут сразу видать. Вот. Так что здесь уже надо Так, видеть. ну, я предлагаю пройти вовнутрь, посмотреть, потому что вы там уже, я видел, так сказать, подняли рядов 12 нашей печи, как раз там видно топочную хорошо камеру и так далее. Ну, пройдемте. Так, Сергей Иванович, ну, вот я покажу крупным планом, что у нас уже вот с кухни часть топочная, откуда мы будем топить. Вы уже кое-что сделали, я вижу. Что можете рассказать? Так, мы установили подувальную дверцу. Также сверху мы поставили кирпич на клин. Мы не используем на перекрытие металлический уголок, потому что уголок нагревается и потом в дальнейшем выдавливает кирпич. Хотя нижняя часть не так сильно нагревается, но более удобно и по качеству лучше, когда кирпич подрезанный и он лежит там. Вот. Дальше, То есть, я слышал, что самая проблемная зона, вот, скажем, топочная дверца большая, и вот верхние два ряда над ней, да, вот, которые претерпевают, так сказать, температурную нагрузку. И вот тоже вот печники используют вот этот клин, да, вставлять? Да, клин очень удобный. Даже клин, вот здесь при расширении, вот, здесь я клин делаю так, на сухую уже ложу, прокладываю базальтовый иглопробивной мат, вот, и он уже на сухую будет работать. В дальнейшем, значит, когда перевал, огонь будет заходить в перевал, вот, кирпич, если нагревается, он будет подниматься. Вот, и верхний кирпич уже не будет трескаться. За счет того, что здесь есть зазоры, также движение для кирпича вполне хватает. Так, очень хорошо. Теперь я вижу, у вас внутренняя топка сделана из шамотного кирпича, правильно? Да, да. Значит, кирпич здесь используется шамотный. Вот, я использую ША-8, это размер такой. Значит, нижняя часть, значит, колосник, он свободно лежит. Сделаны пропилы для того, чтобы движение колосника при нагреве, вот, он должен двигаться. Он не должен быть вплотную с кирпичом, он должен в движении, не будет разрушаться кирпичем. Дальше, значит, нижняя часть у нас кирпича подрезанная по бокам. Дрова, когда будут закладываться, вот угольки уже будут скатываться на колосник, и они лучше будут сгорать. А здесь, я смотрю, у вас, наоборот, срезана верхняя Да. часть. А здесь у нас, так как у нас верхняя часть будет стоять уже плита, вот, мы делаем подрез, и плита как раз она будет ложиться, уже огонь касается плиты и уходит уже на перевал. Вот. Также можно боковую часть сделать маленькую тонкую штукатурку. Это термостойкой, жаростойкой смесью. Да, кстати, я вижу у вас здесь, вот кирпич ложится на глину. А именно топочник, шамотный кирпич, у вас какая-то другая смесь, на цементную похоже. Это что за смесь? Вот. Да, вот смесь, значит, я использую для такого шамотного кирпича. Это вот глина каолиновая, жаростойкая. Она вот уже не как красная глина, она вот такая серого цвета.
тонкая фракция, мелкая. Это именно для топки, да? Да, и где будет именно для температура. топки, да. Так, и смотрите, я хотел поговорить насчет пожаробезопасности. Вот у вас дается пол кирпича, вы делаете вот этот проем деревянный. Да, мы здесь заложили, значит, дерево отсекли негорючим материалом, базальтовый картон. Вот здесь у нас брус, так же как вот стоит там. Брусок скользящий там. Скользящий брусок, да. Дальше у нас идет пол кирпича холодный. Вот, через 4 ряда Пол мы кирпича делаем отделяет перевязку. печь, правильно, от Да, проема. Да, потом идет уже печной кирпич, сама печь. Вот. И до огня вот получается как раз от этой точки 35 сантиметров. У нас как бы даже больше 10 сантиметров. Отлично. И вижу сверху вы дали мне там зазор. Да, это для усадки. Для Здесь усадки. можно утеплитель положить, вот, чтобы не было продува. Вот. И бревна, которые будут садиться, как бы сам зазор он остается. Именно как бы правильно всегда делать надо, делать скользящий и делать, чтобы здесь оставался зазор. 5, 8, 10. Ну так как здесь бревна уже стоят давно, и усадка уже большая. Да, то есть, 2 года. Минимум, да. Здесь 2 года уже дом, как бы сказали. Так что здесь вот вполне даже этого 4 сантиметра хватит для усадки. А в принципе, я вот эту щель, которая мне не нравится, утеплитель, да, и вот пол кирпича, я могу сделать обналичник из дерева, подчеркнуть, Да, очень печь, красиво. оббить. И в принципе, какой-нибудь резной. И будет довольно-таки гармонично смотреть, закончено вот этот стык стены деревянной и кирпичной печки. В принципе, понятно. Здесь, когда вот выкладывается топка, значит, я вот прокладываю картон, просто бумага. Вот, она в дальнейшем, значит, Прогорит, да? Да, она прогорает и остается шов свободный между печным кирпичом и шамутным, так как расширение у печного кирпича и у шамутного, так же как многие здесь прокладывают уголок, металл, вот, для того, чтобы кирпичи переложить. Но сам металл, у него расширение разное, и кирпичи потом раздвигает, и получаются трещины. Вот, и для этого я использую как бы все вот эти тонкости, которые с опытом уже приходят. То есть зазор должен быть обязательно между шамотным и... Да, это обязательно, потому что расширение, кирпич печной и шамотный, всегда идут разные расширения. Так, ну Здесь давай... также вот перевал, вот покажите сюда. Не, давайте я предлагаю на ту сторону перейти. Там. Так, вот мы зашли с другой стороны, со стороны гостиной. Что вы хотели рассказать? Так, здесь, значит, когда огонь падает вниз, вот, А он вниз будет, да? Да, идти? вниз падает, да. Сначала раз и вниз ныряет. Да, вниз. Это Здесь, так тяга устроена? да. Здесь мы отсекаем тоже печной кирпич, прокладываем шамутом, уже тонкий, ша-6. Вот, потоньше, так как огонь касается печного кирпича, хоть он печной кирпич, термостойкий, но все равно от сильного нагрева у него в дальнейшем края отпадают, как бы с опытом я заметил, что кирпич хоть и печной, но он разрушается. Шамутный, конечно, более крепче и держит намного лучше температуру. Дальше, значит, огонь падает туда вниз, проходит по всему каналу, по нижней части. Вот, и выходит уже из этого канала. И дальше он опускается, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Здесь мы будем стоять, поставим летнюю задвижку. Она чем удобна? Она удобна для растопки, когда печка холодная. И так как вся печь и щиток холодный, растопить очень сложно. Мы ставим летнюю задвижку, заказчик открывает. И теплый, то есть сам дым, короче, проходит уже по короткому каналу и уже уходит в трубу. Печка разогревается, труба разогревается, и потом в дальнейшем уже можно перекрыть, и уже движение воздуха пойдет уже по щитку. Понятно. Так, а вот что вот это вот вы... Да, эти прочистные дверцы, они как раз находятся на уровне там, где перевал, там, где канал падает. Вот, и поднимается, как бы в этой части всегда может быть засор. Это со временем профилактику чистить, да, надо в Да, этих местах? от хорошей топки, думаю, один раз в год можно пройтись, почистить, даже можно там рукой или пылесосом зайти пропылесосить. Так, отлично. Значит, у нас... А сколько у нас каналов вообще в общем? Потому что у меня спрашивают и говорят, вроде нечетное число должно быть. Либо Да. 5, 7, 9. Да, здесь 7 каналов. 7 каналов будет.
Отлично. Потом, Сергей Иванович, вы мне обещали еще, ну, что-нибудь, какой-то узор мне сделать, да? Да. Здесь в дальнейшем мы сделаем, значит, мы обработали кирпич печной, также мы еще шлифанем дополнительно. Вот, и будет Ромб. узор, да, ромбиком. Вот, типа как бы вот, ну, такого варианта. Там раскидаем мы его. То есть какую-то мне фактуру объемную выделите, да, на этой стене? Потому что эта стена у нас щиток порядка 2 метров, да? И я считаю, что в принципе 2 метра простая кладка, ну, не очень смотрится. Надо какой-то здесь замудрить узорчик, чтобы вы мне фактуру подчеркнули. Да, И... в дальнейшем мы покажем. Верхняя часть там уже мы тоже также покажем, как обыграем, сделаем красоту. Так, а это вы пропилили, вот этот щиток будет продолжаться уже на 3 канала на 2 этаж. Да, здесь мы сделали пропил, значит, здесь щиток пойдет основание как фундамента на 2 этаж уже того щитка. Значит, бревна, которые мы распилили, мы их будем укреплять, закладывать 50-кой, вот, доской. Также пристены вот такие есть, вот, мы их будем устанавливать, крепление, да. Также углами. Вот эти висящие бревно вы мне закрепите, да? Да. Лагу перекрытия. Также углы будем использовать, чтобы укрепить более... И вот этот щиток на 3 канала будет до потолка 2 этажа идти и обогревать мне 2 этаж. Да, все правильно. Вот. Отлично, отлично. Итак, друзья, мы переходим к другой части, не менее важной, установка топочной дверцы. Я так понимаю, Сергей Иванович? Значит, очень важно. Сама дверца, она при топке расширяется, постоянно двигает кирпич. И как бы здесь много проблем возникает в дальнейшем. Открывает кто-нибудь, и потом уже дверца расшатывается, кирпича. Кто-то садит ее на проволоку, кто-то на полосках сверху. Как бы мой дед там сажал раньше на проволоку. Вот, потом перешли на полоску. Весь материал, который был, использовали. Но делали более крепче. Но все равно дефекты в дальнейшем происходят. Я как бы новое открыл для себя. Делаю, значит, из нержавейки, укутываю полностью саму дверцу. Какой-то короб делаете, да? Вот? Да. Вот такой короб, нержавейка. После этого, значит, давай. Давай. Значит, я обворачиваю, значит, базальтом иглопропивным и устанавливаю между кирпичом, где у меня заранее предусмотрен вот этот шов. И топка же опускается у меня В посадочное место, да? посадочное место. В дальнейшем, значит, когда при нагреве, то топка, она не ходит, вот, стоит надежно, никакие гвозди. То бишь, вот эти листы, которые Да. они держат. Да, они вот заходят и сюда, заходят вниз между шамотным кирпичом, вот, и опускается все. И здесь сверху мы уже проложим тоже Кирпичом. этим же базальтом. И также на клин посадим этот кирпич, который будет находиться. Отлично. И у меня даже печь будет с элементами камина, да? Да, здесь стекло термостойкое, так что вы можете видеть, насколько там и когда надо добавлять дровишки. Отлично, отлично. Добрый день, с вами снова компания Крупмонтаж, меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной серии кладка печи в моем загородном доме. И Сергей Иванович Иванов, печник, который я уже представлял в предыдущей серии. Да. Сергей Иванович, что происходит, расскажите. Ну я заклеиваю, значит, дверцу, так как потом будет кладка, и глина будет падать, и края будут уже грязные. Чтобы не вымазать, да? Да, не видно. Ну, и когда моешь, уже там белые пятна остаются, надо будет покрашить. Вот. А так ты ее закрываешь скотчем. Очень удобная бумага, но потом ее снимаешь полностью. Никаких проблем. И топка чистая. Так, значит, сделал кирпич под клин, сделал подрез, так как у меня здесь болтик, который поджимает нержавейку. Вот, проложил базальт, и сам кирпич, он уже лежит уже на сухую, без раствора. Без раствора, да? Да, без раствора, значит, почему? Уже в дальнейшем, когда расширяется сама топка, металл,
вот, то кирпич он двигается чисто вот в этих щелях. И следующий кирпич, который второй лежит, уже не будет трещин по шву. Это очень главное. Когда вы видите печку и видите, что здесь лежит кирпич, стыкуется, и внутри там бывает печеньки закладывают уголок, то здесь всегда щель такая большая, и даже можно увидеть там огонь. Как? Не, мне не надо щель. Да. Огонь я не Здесь хочу. такого не будет. Да. Для того, чтобы начать, если вы вчера закончили печку, а сегодня вы хотите продолжить, конечно, правильно, надо пролить кирпич, так как он высох за ночь. Вот, пускай впитает влагу, водичку не пожалеть. Ну и кирпич всегда надо замачивать. Замачивать. Да, обязательно, потому что незамоченный кирпич, раствор мы ложим, вот, и раствор он сразу впитывается в кирпич, то есть влага впитывается в кирпич, кирпич высасывает. Да. Если раствора, чтобы он работал, уже ничего не остается. И печка будет трескаться. Так. Сейчас увидим руку мастера. Как происходит непосредственно сама кладка. Вытягиваем раствор ровненько, где-нибудь миллиметр на 10. Там шов 5 миллиметров. На самом деле, я не хотел, вот если вы видите, варочная панель, вот лежит, Сергей Иванович расположил уже, где она примерно будет. Еще, правда, должен ряд кирпича приподняться. Но, скажу честно, я не хотел варочную панель, так как мы городские жители, в принципе, и я думал, что у меня в доме будет баллонный газ-баллон, и, в принципе, греть, так сказать, готовить будем на газу. Но Сергей Иванович мне сказал, что лучше вставить, потому что это уже будет потом поздно. В печи должна быть хоть одна, допустим, комфорочная варочная панель. Все равно, если зимой Кирпич принеси. поставить туда чайничек, либо пожарить картошечку, тоже всем рекомендую. Лучше сделать варочную панель, она не помешает. Тоже элемент такого декора. Будет проем печи, там его можно там всегда как-то обыграть, задекорировать. И возможность тоже все-таки потушить, приготовить на печи. Это отдельная, так сказать, отдельная тема. Вот. И зимой я могу чайничек, что-нибудь супчик на варочной панели это приготовить. Вот. И так мне Сергей Иванович говорил. Я считаю это правильно. Да, иногда надо заказчика уговаривать. Да. Потому что они на своем стоят. Хотим, а лучше, конечно, сделать, потому что потом не будет жалеть. Вот так, дорогие друзья, вы можете видеть, как работают печники. Да, печка выкладывается без уголков, без металла. Как раньше. Раньше пользовались сводом. Вот. И сейчас тоже свод. Сейчас мы... Здесь, значит, прокладывается иглопробивной мат, то есть базальтовый мат такой. Он не дает, и дает как раз шов тепловой.
И здесь металла не будет. А в принципе металл же он тоже, уголки эти прогорают, правильно, со временем? Уголки они прогорают, их корежат, они гнутся. Вот. И потом в дальнейшем они просто раздвигают весь кирпич. И кирпич тогда уже, получается, двигается, значит образуются трещины по печке. Сейчас насмотрюсь, тоже печником стану, Сергей Иванович. Пожалуйста, научу. Тоже буду печки класть. Так, также здесь в топке шамотный кирпич укладывается на клин. Вот, прокладывается негорючий материал. Вот. И тоже также на сухую, без раствора. В дальнейшем он тоже также будет двигаться вправо и влево, и вверх. Вот, уже не будет давать расширение. Ну и здесь прокладывается уже тепловой шов этим же материалом. Угу. Особенно вот наших зрителей может интересовать как раз устройство топки вот этой. Вот. Болезненные места, вот эти верхние кирпичи на топочной дверце. А это вот, друзья мои, видите, мастера обкруглили кирпичи и немножко выдвинули. Это будет не объемный рисунок, чтобы как-то оформить вот этот щиток, который входит в гостиную. В общем, наши мастера, ну, в виде ромба мне сделают красивый объемный рисунок. Да, вот так просто. Ромба. Но это еще не все. Еще сверху мне украсят печь. Вот таким способом. Вот так ребята делают на этом станке все подрезы. Кирпича там закругляют, не закругляют, углы и так далее. С водой тут что-то целая система. И вот этот тоже на две части. Мы поняли разницу по высоте между печным и шамотным кирпичом. Так как шов разный на печной кирпич, там чуть-чуть толще шов, а на шамотный уже совсем там тонкий минимум. Вот. И мы шамотным кирпичом его разрезали и уложили. И сейчас как раз у нас на одной плоскости будет уже вся поверхность уже топочная. И варочная панель вот в этой области будет, да, находиться? Да, вот плита, она уже будет находиться. Ну, здесь еще закладываться будет. Мы вот подготовили печной кирпич. Вот, сюда будет закладываться, ложится сама плита. Зазором, вот, да? Да, зазором. Здесь будет еще базальт. Тоже этот же материал. Вот, и уже сама плита. Также зазора между плитой и кирпичом должен быть зазор. Чтобы для расширения этой плиты, чтобы плита свободно ходила. Угу. Угу. Как бы все вот эти тонкости, да, можно, конечно, и без этого делать. Просто на кирпич положить плиту, как бы это возможно, залить глиной. Вот, но в дальнейшем она двигается, все это трескается. Ну, некрасиво и неприятно потом уже, когда сама плита поднимается, там щель, огонь, видать, дымок уходит. А здесь он все плотненько сидит, аккуратненько. Хотя возможности есть сейчас. Есть станок, есть руки, вот, есть голова. Можно подумать, как лучше сделать красивее и понадежнее. Да. Все с опытом. Вот видите, уже это уже узор пошел, ромбик вырисовывается, нижняя часть ромба, он будет у меня большой. Так, Сергей Иванович, вот вы уже вставили варочную панель. Да.
Она у нас лежит именно на базальте. Ну, мы здесь еще подработаем, подровняем. Вот, сам базальт он как раз дает и расширение вот этой плиты движения. Вот зазор убирает. Я Да, так... зазор, да. Ну и также плита может нагреваться. Вот, и здесь уже у нас щель есть, именно та, которая вот для расширения плиты нужна будет. Так, не шатается, все четко. Нет, она, да, все четко. Да. Ее можно садить. Да. Сейчас как раз там внизу блинка. А это вы дали зазор. Да, это мы выступ сделали на уровне везде. Вот, и потом в дальнейшем мы закруглим углы. Вот здесь углы будут закругленные. Вот. Ну и сделаем красоту. Ясно. Отлично. Это сильно только не дергай. Здесь у нас сделана задвижка. Она тоже также положена на этот же базальт для расширения. Вот, раскрывается. И получается, что вот всего лишь из печки видать вот такой прутик. Здесь маленькая такая барашка будет. Это летний ход, да, так Да, называемый? это летний ход, значит, вы можете использовать при растопке, вот, для того, чтобы нагреть верх трубы, и у вас увеличивается тяга, и потом вы уже прогоняете, закрываете, и у вас дым идет по нижнему каналу и идет уже по щитку. Ага. То есть, если летом пользоваться, печка греть не будет сама щиток? Да, сам щиток. Только значит, сама варочная плита. панель будет, да? Да, вы захотели что-нибудь, чайник приготовить или кашку, вот, открываете, вот, и у вас получается, что дым проходит уже напрямую, проходит через боров и выходит в трубу. В трубу. Вот. А зимой надо перекрывать. Он пойдет через низ, Да, через уже все каналы. пойдет, уже будет нагреваться весь. Все понял, отлично. И видите, как вы задвижку мне спрятали за угол. В принципе, ее и не видно. Один будет только шарик, да, или как? Да, Что барашка здесь? такая. Отлично. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем очередную серию «Кладка печи» с компанией «Кровмонтаж». Я специально пожертвую для этого, не жертвую, а ради благого дела. Мастера кладут в моем доме, кто не знает. Значит, еще раз, кто не знает, к нам присоединился, представлю печника Иванов Сергей Иванович. Смотрите, если кому непонятно, в предыдущей серии мы демонстрируем от начала и до конца, от фундамента и так далее. Значит, ну, теперь вы можете видеть, могу вам представить, вот она печка. Находится эта часть в кухне, у меня в кухонной зоне. Я буду топить отсюда. Значит, Сергей Иванович говорит, что она называется шведка. Печка шведка со щитком. Вот. Ну вот, в принципе, я уже вижу, ребята здесь украсили мне, закруглили кирпич. Здесь также будет, Сергей Иванович говорил, на варочную плиту. Я об этом не жалею. В принципе, можно здесь уже жарить и что-то там, чайничек подогреть. Что можете сказать, Сергей Иванович, о вашей работе? В принципе, она здесь близка к завершению, да, в этой зоне? Да, с этой стороны мы здесь уже сделали почти всю работу. Останется только помыть. Вот, плиту, значит, уложили. Здесь мы проложили нержавейкой. Лист нержавейки, да? Вот, так что даже здесь отражаться будет само тепло выходить. Сама стенка, значит, тепло будет уходить вот с этой части. Также вот здесь у нас в этой части стена будет теплая. И от самой плиты тоже будет выходить тепло. Так, плита, смотрю, стоит, не качается, намертво. А это, смотрите, сюда я могу вставлять вот эти казаны чугунные, да? Это Да, можно чайник, кастрюльку, казанок. Отлично, Если ты хочешь, отлично. Ну и регулировать уже подувальной дверцей. Вот, вы можете или открывать, или просто так открыть и делать уже подув для прогорания дров. Здесь у меня имеет элемент, ну, камина, стеклянная дверца. В принципе, смотрите, она без вибрации, четко вот этот зажим ее прижимает. То есть герметично, я бы сказал. А вот это зачем тоже нужно, да, для продува? Да, это тоже так же. Вы можете открыть уже отсюда тоже подув. Стекло не будет коптиться черным. Вы чуть-чуть открываете, воздух заходит, обдувает, и у вас стекло остается всегда чистым. Так,
И еще я хотел спросить, вот это останется, да, вот эта щель, я утеплителем обычным, да, базальтовым. Базальтовым утеплителем, изоляционный материал уже от древесины. Вот. Так что здесь все предусмотрено от возгорания. Я еще планирую, тоже советовался, и обналичниками отделать обрамление, вот стык печи с домом деревянным. Можно какими-то резными, но будет очень красиво. Конечно, вот эту щель, но это так положено для противожарной безопасности, это мы еще сделаем отдельно. Ну, пойдемте со стороны гостиной, зайдем, посмотрим, как ребята сделали щиток самый, который будет греть. И вот, дорогие друзья, вы можете, беру крупный план. Видите, вот этот щиток, шведка со щитком, вот он мне входит из кухни в гостиную. Гостиная у меня большая, в принципе, сама печь занимает, ну, компактно, я считаю, ширина, значит, 2 метра, там на 2 метра на 40. И она хорошо вписывается и будет давать тепло. Сейчас ребята там еще сверху красоту мне там доделают, они еще не закончили. Вот, округлят все, выведут, и будет очень красиво. В принципе, еще ребята советуют, можно каким-то лаком покрыть со временем. Она будет глянцевая, нарядная. Вот крупный план. Здесь мы со стороны комнаты отдыха, значит, сделали, вот навели такую красоту. Так что с этой стороны вся стена уже будет теплая. Для этого помещения здесь вполне этого хватает, даже будет больше. Вот, верхнюю часть мы тоже украсили, сделали быки, вырезные кирпичи. Вот. С этой стороны у нас летний ход, как вы в прошлый раз видели, да, поставили задвижка, летний ход. И сама горловина уже будет выходить на второй этаж. Я хочу добавить то, что вот эта часть, щиток, так называемый, печники, которые мне предлагали, я в первых сериях объяснял, очень проблема найти хорошего печника, и предлагали мне только, ну, такие проекты печи, там, квадратные, метр на метр, там, они только ее могут расширять, то есть площадь печи, и так далее. А Сергей Иванович, он сделал, мне вот понравилась сама печь, как вы видели с кухни, топочная камера занимает аккуратно место небольшое, а сам канал, не канал, а сам щиток, видите, он выдвинул и пустил вдоль стены, и каналы, по каналам ходит, значит, там горячий воздух, и будет так отапливать мне все помещение, вот такая площадь. И она как бы красивый элемент декора. Вот ребята по моей просьбе, видите, закруглили, ну что-то вот я им попросил на их усмотрение, как вот видят меня украсить. Мне в принципе нравится. И что там на второй этаж? Смотрю, мы уже говорили, что там будет еще вы отапливать мне второй этаж будете. Да, на втором этаже будет щиток. Тоже щиток, он уже уменьшенный, будет выходить, там будет всего 3 канала. Да? Да, 3 канала будет. 2 восходящих, 1 исходящий. Вот, также наборов, и выходить уже в горловину трубу и выход на крышу. Вот, и выход на крышу уже пойдет труба сэндвич металлическая. Так как у нас там сложная крыша, мы попадаем на яндовую. Да. Вот, и у нас, если по объему взять кирпичную трубу вывести, то там много будем вырезать, а с этой трубой уже намного лучше и удобнее. И лучше можно будет укрепить. То есть мне понравилось еще то, что печку они, так сказать, ребята предложили, так как есть у меня второй этаж, его тоже надо отапливать. В принципе, просто горячий теплый воздух будет подниматься на второй этаж, это очень много времени, пока он там обогреется и так далее. И они мне предложили продолжить щиток наверх, и действительно, и мне будет отапливаться второй этаж, и полноценно, и будет тепло. Ну, пройдемте на второй этаж, посмотрим тоже. Итак, дорогие друзья, мы оказались на втором этаже, как раз в месте проема, где ребята вырезали мне потолок, и сюда будет проходить щиток, как мы объясняли, на второй этаж. Сергей Иванович, что вы расскажете здесь по этому поводу? Мы печку подняли 40 сантиметров от потолка.
40 сантиметров от потолка. Печка не должна доходить до потолка, да? Да, не должна доходить до потолка, так как по пожарной безопасности должно быть там 40 сантиметров. Также перекрытие мы сделали на 3 ряда, будем перекрывать верхний канал. Вот. И по верхнему здесь уже пойдет брус, будет укрепленный весь, Да, делается каркас, укрепляться лага. Да, потому Вот. что вы мне выпилили, и она висит, в принципе, не очень жестко. Да, мы ее укрепим, Ее надо закрепить. протянем, укрепим по кругу. И пойдет также изоляционный материал на базальтовой основе. Друзья мои, видите, как компания Кровмонтаж утепляет перекрытие. Здесь 250 утепляли, это межпотолочное, это даже не кровля. Вот. Так. И здесь будет подниматься щиток на 3 канала. Да, здесь уже пойдет щиток на 3 канала, значит, будет подниматься один канал, опускаться и подниматься, выходить на боров и выходить уже в А горловину. труба сама, она будет с этой стороны, у меня с нержавейки, там наверху, или где? Посередине? Сама труба уже пойдет с этой стороны, горловина пойдет наверху. Ага. Для части. И вот получается, смотрите, друзья мои, здесь еще будет щиток на 3 канала, тоже 40 сантиметров, да, Да, по высоте 40 сантиметров здесь пойдет пустота, да. вот перекрытие и пойдет уже горловина, выход уже Выход. на потолок, туда, на крышу. Да. Друзья мои, значит, хочу сказать сразу о недостатках. И еще раз повторюсь, планируйте печь заранее. Потому что, как я сталкиваюсь, видите, мне приходится обрезать и балки несущие, какие капитальные. Вот, потому что я строил дом, делал отделку, я еще не пришел к решению делать печь, и появляются недостатки. Так же самое, когда я уже понял, что нужно печь, и место под нее определилось, которое меня устраивает, но уже труба выйдет мне на яндовую, надо там, в общем, какие-то определенные сложности. Дверь тоже та же. Да, вот посмотрите, вот проем двери, видите, угол печи где будет. Естественно, он мне будет угол печи загоражать, ну, перекрывает мне вход. Это еще один недостаток. Значит, мне теперь придется смещать дверь как бы в эту сторону. И это все потому, еще раз повторюсь, то, что я не планировал изначально. И есть, так сказать, работы демонтажные, повторные и так далее. Вот. Но я на все согласен, лишь бы, значит, в моем доме было тепло и качественно сделана печка, на самом деле. В принципе, работой, ребят, я доволен. Да, дорогие друзья, если кого-то заинтересовало, значит, вы здесь вы видите руку мастера и так далее, обращайтесь к нам в компанию Кровмонтаж, мы обязательно предоставим контакты Сергея Ивановича и его команды. Они обязательно приедут вам и сделают качественно печь под ваши пожелания, значит, по вашим проектам выслушают все ваши пожелания и сделают так, как вы хотите, и будет качественно. Да, я хочу добавить, печник, он идет 5 класса, 5 разряда. И печник на самом деле должен уметь делать все, начиная от плотницких работ, штукатурные работы, малярные, электрика, сантехника. Так что печник... И немножко кровельщик даже. Да, и кровельщик, да. Как бы все работы, которые даже вот мы сейчас здесь проходим, мы должны навык знать уже плотницкие работы по утеплению, как правильно сделать там изоляцию, и также где-то может быть проводка пройти, нужно будет проводку перенести. Ну в этом случае, конечно, ничего такого нету, но возможно в дальнейших там работах, когда вы можете там с нами познакомиться, вы это все увидите. Вот, на кровле тоже так же, там работы. Которые... И, кстати, ремарку маленькую. Вот это мне и понравилось. Или мне не понравилось то, что некоторые печники ставят условия, а вот это ты вызывай кого-то, а кровлю это пускай вызывай кровельщика, там пускай нам прорезают. А вот это я делать не буду, это не мое. Значит, фундамент пускай тебе кто-то другой делает, я тебе скажу как, потом приеду. Ну, как-то понятно, все, можно все по-разному договориться, но это неудобно. Человек делает, приехал, я поставил ему задачу, он делает все от начала и до конца и несет за это ответственность. А если иначе, то получается какие-то пограничные работы, за которых никто не отвечает, опять же, а потом можно всегда сослаться, а это плохо фундамент сделали, а это вот не я, а это он. То есть я всегда рекомендую, чтобы печник брался за работу свою
от начала, от нулевого цикла, от фундамента и до конца, до самой кровли. Это будет правильно. Вот такой вам совет. Вот. Будем прощаться до следующей серии. Я думаю, что мы придем уже, когда вы будете пересекать кровлю, да, установка значит, трубы из нержавейки, сэндвич. Мне интересно как раз, как она с печкой стыкуется. Стыкуется с каменной печкой, и мы обсудим в следующей серии. И как вы будете проходить металлическое сэндвич трубой перекрытие. Тоже там очень сложно там. Да, особенно вашей крыши, как бы много надо и подумать, и размыслить, что. Вот. Может Итак, быть до встречи в следующей серии и ждите обязательно, мы вот обсудим эти моменты. С вами была компания Кровмонтаж, меня зовут Мороз Алексей и Иванов Сергей Иванович. С вами компания Кровмонтаж и меня зовут Мороз Алексей. Мы на очередной, а вернее заключительной серии кладка печи в московском регионе. Эта серия заключительная. Мы начнем с того, на чем мы остановились, с обзора, так сказать, кладки, дымоходной трубы, всех узлов сопряжения с потолком, с крышей. И закончим контрольной топкой, собственно. Но вы видите то, что в прошлой серии щиток, в принципе, был построен, но там без некоторых элементов, да, там верхних для красоты. И не было щитка, который идет на второй этаж. Вот, пожалуйста, вы можете смотреть, Сергей Иванович и его команда доделали верхний щиток. Сейчас мы поднимемся на второй этаж, посмотрим, как там устроено. Но непосредственно здесь могу сказать, вот чем мы там заизолировали, скажите, пожалуйста. То есть потому что этот самый щиток или дымоход будет, чтобы не соприкасался с потолком, да? Да, это материал, негорючий материал, изоляционный, базальтовый. Значит, сделали горловину, вовнутрь трубы мы поставили трубу металлическую, миллиметровку, 180 в диаметре. Значит, прогнали полностью перекрытие кирпичом, также делали изоляцию, ну и выгнали уже на второй этаж. Сергей Иванович, понятно, меня вот не устраивает, вот это что, это базальт, да, или что это? Да, это именно вот этот слой базальта, который идет изоляция. Ну, я понял, это, так сказать, уже элемент отделки меня интересует. Я могу эту щель вот закрыть? Да, можно закрыть, оставить маленький где-нибудь 5 миллиметров. То есть я могу, грубо говоря, деревом этот зазор закрытия сантиметр оставить, да? То есть, ну да, сантиметр можно оставить или проложить, там же такой же материал, вот, и тогда уже закрытие. То есть все, вот это меня беспокоило. То есть понятно, что здесь уже будет гостиная и такой неприглядный вид. Но это я сделаю. У меня еще предстоит отделка здесь. Этот элемент мы заделаем. Сейчас поднимемся на второй этаж и посмотрим щиток на втором этаже. Вот, дорогие друзья, мы оказались на втором этаже. И непосредственно щиток вот выведен. Сергей Иванович, подхватывайте мысль. Сколько каналов и так далее. Да, здесь у нас 3 канала. Значит, сама труба выходит, поднимается, опускается. Поднимается, выходит наборов, идет в трубу. С этой стороны мы поставили прочистные дверцы. Мы их сделали сами из кирпича, вырезали. Обточили, да? Вот? Да, обточили, вот старинку делали вот такие прочистные дверцы. Ну и внизу тоже та же идет прочистная дверца, так как здесь падающий канал. И, ну, в принципе, прочищать это перспектива не скорая. Там Не так часто, да. Да, раз в 5-6 лет. Там. Можно просто выбить, там на глине все сидит. И потом опять на глину посадил, поставил. Здесь мы прогнали, значит, установили трубу. Вот, сэндвич, труба, так как у нас низкий потолок и кирпичом проводить полностью, и там у нас балка находится, как бы очень сложно. И мы можем... Не балка, а яндовая, наверное. Яндовая, это вы да. коленом поворачивали, да, от яндовой? Да, да. Отвели, сделали коленом, вывели. Также вот этот ППУ. Так, скажите, пожалуйста, у меня уже будут ребята, отделочники, производить отделку потолка, там подбивать вагонкой. Это просто они подвинут и саморезами вагонку прикрутят, правильно? Да. Сюда уже может подойти вагонка и уже закрепляется. Ага. Здесь уже нагревание. Понятно. такое. И у вас там идет на выход труба сэндвич утепленная. Да, сэндвич утепленный. Ну и также, когда вот будет вагонка ложиться, здесь нужно будет проложить
базальтовый. Так, а это, в принципе, ламинат у меня будет, я могу впритык, да, подходить? Ну да, уже впритык и оставить. Сантиметр, да? Да. нет? Сантиметр оставить. Сантиметр. И можно, да, плинтусом И потом прогнать. да. Плинтус не подходить мне, да, к плите? К кирпичу. Ну, нежелательно. Нежелательно. Сантиметр. Если что-то вот такой же материал, его надо будет поставить к кирпичу, плинтусом подойти, а потом уже подрезать сам базальт. Так, ну что, дорогие друзья, сейчас будет производиться, ну, самый апофеоз. Мы спустимся и произведем контрольную топку. Пойдемте за мной. Ну что, дорогие друзья, вот мы находимся в моей кухне. Сергей Иванович забросил там картонку, пока растопить. И сейчас расскажет, потому что при растопке печи, когда она именно холодная, там зимой, тоже есть определенные, так сказать, нужно иметь, ну, знания, как ее растопить, и чтобы не возникали там вопросы. Потому что бывает задувает дым и так далее. Вот я лучше передам слово Сергею Ивановичу. Да, вот правильная растопка, на самом деле, если вы правильно сделали, тогда у вас не будет задымления, не будет пробки в трубе. Для этого нужно пробить пробку. Как ее сделать? Можно найти верхнюю подувальную, то есть прочистную дверцу, например, в той комнате. Вот, поджечь бумажку туда бросить. Можно открыть летний ход, как я сейчас сделал. Там я открыл короткий ход, можете посмотреть в предыдущих сериях. Вот, взять картонку, она не дает много дыма, но дает много огня. Вот, и вы можете растопить сперва картонкой. Если вы топите газетой, то газета много дает дыма. И забиваются каналы, и вам потом сложно. Если дым поднялся, а труба у вас холодная, вот, то все, образовалась пробка. И вы не можете ее пробить. Вам надо будет подождать какое-то время или поставить вентилятор, продуть ее. Вот, а если вы правильно сразу сделали, растопили картонкой, вот, или ячейки из-под яиц, тоже очень удобно. И после этого бросаете уже сухие палочки. Вот. Печка у вас холодная, протопили где-нибудь часик маленькими там палочками. Это, заметьте, на летнем ходу, правильно? Да, на летнем ходу. То есть не через щиток, а, грубо говоря, через топку сразу выходит на дымоход. Вам надо прогреть саму печь и щиток в течение получаса, правильно? Чтобы канал нагрелся. Да, даже может желательно и дольше. Сухими дровами, потому что печка холодная, если вы откроете, вот, ну и сразу не сможете прогнать. Вам надо будет постепенно закрывать летний ход, постепенно закрывать. Ну, по мере нагревания. Да, и потом уже у вас дым постепенно уже будет ходить уже по каналам и пойдет уже в трубу, уже будет нагреваться щиток. Тогда у вас печка всегда будет целая, не будет треснутая. Вот, и вы не будете предъявлять претензии печникам, говорить, что у тебя печка рассыпалась. По неправильности протопки, вот, получается такая проблема. Ну вот сейчас мы тут положили вчера эту печку, как бы, ну, закончили сегодня. Печка сырая, у нас печь топится идеально, без всякого задымления. Также правильно, если вы захотели... Я могу хит бросать? Да, вы можете бросить ее. Да, если вы захотели... Сейчас, дайте я покажу. Если вы захотели закрыть дверцу, то надо будет открывать подувальню. Ну, здесь есть такая подвижная сторона, открываете, вполне хватает, тянет. Если вы захотели открыть топочную дверцу, вам надо обязательно закрыть нижнюю часть, так как поток воздуха уже будет заходить от дверцы. И постепенно, не надо резко открывать, чтобы дымок выходил. Вот, открыли. Все, и у вас дым уже, то есть воздух пошел в трубу, в печку, и без всякого дымления. Да, хорошо, дрова трещат. Ну, как видите, дорогие друзья, печь реально работает. Тяга идет на летнем ходу. Еще раз говорю, что печка у меня на гарантии. Сергей Иванович говорит, даже тут не стоит сомневаться, он всегда на связи. Я могу любые вопросы, если что-то мне не понравится, или позвонить ему, выяснить, все он исправит и так далее. И в заключение хочу сказать, что если вам понравилась работа Сергея Ивановича Иванова и его команды, обращайтесь, вы знаете, на наш канал.
выходите по сайту, по телефону. Мы всегда предоставим контакты печника, если понравились его работы. До следующих встреч на нашем канале. С вами был Профмонтаж. Меня зовут Мороз Алексей и Иванов Сергей Иванович, печник. До новых встреч!